Ребят, всем привет! Сегодня коротко расскажу, как пройти процедуру регистрации автомобиля, как пройти техосмотр. Ну, так вкратце пробежимся. Выпал удачный момент. Нам надо сегодня пройти техосмотр на нашем грузовике. Мы купили еще один грузовик для собственных нужд, чтобы перевозить спецтехнику в Японии. Соответственно, сегодня мы на него проходим техосмотр и ставим на учет, если все получится. И одновременно я еще совместил, так как я сменил место жительства, точнее у меня даже поменялся город, мне нужно поменять номерные знаки, чтобы на номерных знаках моего автомобиля был уже город именно тот, где я живу. Поэтому сегодня вот две процедуры делаем. Сейчас кратенько пробежимся, покажу, как в Японии это все происходит. Мы, собственно, приехали на парковку японского ГАИ. Вот у меня такие номерные знаки стоят на автомобиле. Вот здесь написано Нагоя город. Я сменил место жительства, переехал буквально на 1,5 километра, но город уже другой у меня, сейчас Киосу. Поэтому придется поменять номера. Но вот у меня, видите, такие циферки стоят. И я, честно говоря, не готов от них отказываться. Поэтому в Японии легально можно сделать, заказать себе номера. 5000 йен это стоит. И получить. Поэтому я заранее уже номера заказал и выиграл. Сейчас осталось только поменять их. Вот так вот современно все выглядит. Снимать здесь нельзя, но будем надеяться, никто нас не заметит. Сейчас обеденное время, мало людей. Достаточно современно все сделано. Все более-менее цифровизировано. Особенно, когда ты понимаешь, что делаешь. Вот здесь, собственно, уже получать готовые номера. Вот стоят аппараты сдавать свои старые номера. Также все автоматизировано. Сюда один номер, сюда второй ложишь. И берешь талончик, подтверждающий то, что ты старые номера сдал. Вендинговые аппараты, без них никуда в Японии. Вот там это уже финишная прямая, это на автомобили обычные, когда ты уже прикрутил номера, там ставят пломбу. То есть, если обращали внимание, кто заказывал автомобиль с Японии, обычно такие алюминиевый болтик с алюминиевой шляпкой на балдажником валяется, всегда обычно его выкидывают. Это вот чтобы не было возможности снять и поменять номера. То есть передний номер просто, видите, на болтике прикручивается. То есть его можно снять. А задний номер вот такая вот алюминиевая штучка, которую, не повредив, нельзя снять. Поэтому в конце уже, когда номера прикрутил, там дяденька ставит эту пломбу. Но это обычных автомобилей касается. Если у вас кейкар вот с такими желтыми номерами, то этой пломбы нету. Можно менять, можно подменять номера, можно грабить банки, насиловать, убивать. Шутка, конечно. Не знаю, почему так сделано, но вот так сделано. Вот эта очередь уже стоит на техосмотр. По-японски называется шакен. То есть, когда подаешь все документы, говорят, на какую трассу тебе становиться. Вот там они расписаны. И, собственно, становишься в очередь и ждешь. То есть новые автомобили обычно, если дилер ставит на учет, их привозят на эвакуаторе, мотоциклы также. Либо пригоняют, берут вот такие номера с красной рамкой. Это номера для перегона. Вот эвакуатор, видите, видать, легковой автомобиль выгрузил.
Сейчас на учет его поставят. Точнее, шакен пройдут. И потом уже получат номера. Так, ну сейчас, не знаю, получится, нет, пройти. Показать вам, как проходит шакен. А, ну все, уже закрыто. Сейчас обед. Ну да. Сейчас пробежимся. Ну да, там уже мы не пройдем. Хорошо. Наш грузовик уже либо прошел, либо проходит. Сейчас обеденное время уже. Ворота закрыли. Но у меня есть информация, что наш грузовик внутри. Пойдем с другой стороны посмотрим. В Японии достаточно несложно пройти техосмотр. Главное, чтобы правильно светили фары, работали все световые приборы. По подвеске сильно ничего не болталось. Если немного болтается, тоже пройдете. Ну и тормоза, чтобы работали. Ну еще самое главное, здесь смотрят на габариты авто. Если какие-то изменения были, то их надо внести. То есть какой-то обвес дополнительный поставили или просто изменились габариты, там бампер другой. Соответственно, это надо зафиксировать. С этим строго. Да, вот наш грузовик стоит. Вот так вот, видите, полоса препятствий. Такая, которую надо пройти все. Также выхлопные газы замеряют. Вот он, собственно, наш красавец. Пока еще не красавец, мы приведем его в порядок. Вот он, собственно, полосу препятствий прошел. Вон еще один тягач проходит. Также у нас временные номера красные для перегона. Ну что? Ну все, теперь сказали снять запасное колесо. Ага. Откроется вон та ворота последняя, замерят размеры ее. Ну и вот все. Ага. Все хорошо. Ну, если ни к чему не спросили, ничего с ней не меняли, ни размер, ничего, говорю, нет, не меняли. Ну, они там проверяли документы, она недавно проходила техосмотр. Ага. Недавно тут были. У нас по базе вы прошли, проходили уже тут. Я говорю, ну мы впервые приехали. Все ясно. Ничего, нормально, все. Так, ему сейчас заново очередь, да, стоять? Или нет? Ну там не особо много очереди. Там последнее, где взвешивают, там обычно и нету. Там А что он запаску повесил? Она ж снятая была, в кузове лежала, не? на всякий случай он ее повесил. Ага. Мало ли, скажут, а где запаска? Ну все ясно. Не, ну раз проходила техосмотр, значит вот этот бампер снизу, наверное, все-таки он должен висеть. Ну ничего не сказали про него. Ну, наверное, на размерах что-нибудь. Вряд ли его после техосмотра повесили. Ну все, снимайте колесо и очередь. Да? Там никого нет в очереди. Ну, все равно становитесь. Все, нам осталось только замеры пройти. Будут также массу взвешивать автомобиль, чтобы у нас не поменялась разрешенная максимальная масса и собственный вес автомобиля. Поэтому при взвешивании запаску просят снять всегда. Запаску сейчас снимем и, собственно, все. Такие новенькие машинки стоят, интересные. Также вот мотоциклы привозят. Infiniti QX80, прям новая. Пригнали. О, Porsche. Тоже сейчас будут проходить техосмотр. Наш грузовичок вон вдалеке поехал. Сейчас уже скоро откроется. Откроют ворота. Дяденька высовывается. Конечно, поцарапать диски на таком не очень приятно будет. Особенно, если он еще и не твой. Вот так вот все стоят, ждут, когда обед закончится. Вон даже пожарные в общей очереди. Пожарная машина будет сейчас проходить осмотр. Тесла.
интересного особо ничего и нет показать. Мотоцикл. Вот такой вот монстр. Все. Стоим в очереди, мы вторые. Скоро откроют. Ну что, ворота открыли. Пошло-поехало. Все прям суета, все закипело. Сейчас будем проходить замеры. Тут отдельно мотоциклы проверяют. Прям в ряд. Инспектор по всем параметрам проходится. Стартуют с выхлопа, по-моему, выхлоп проверяют и пошли уже дальше. Все остальное. Световые приборы, тормоза, подвеска. Ну, повторюсь, не очень сложно пройти Шокен в Японии, техосмотр. В принципе, практически любая. Вот даже так. Даже проверяют сирену. Видите, сейчас пожарную машину проверяют. Даже заставили включить сирену. Все спокойно, без спешки. Все стоят покорно в очереди. Никто никуда не лезет вперед. Все цивилизованно. Ну и само собой из-за этого долго ждать не приходится. Когда никто не лезет вперед, все дожидаются своей очереди. Вон Land Cruiser в 60-м, да, кузове, если я не ошибаюсь. Так, ну сказали нам ехать. Опять же, мы уже практически все прошли, нам только вот взвешивание осталось и габариты померить. Не изменились ли габариты? А вот на выхлоп проверяют пожарную машину. Не знаю, съемка здесь запрещена. Ну, посмотрим. Пока не скажут выключить камеру, поснимаем. Вот, вес показывают. Сейчас переднюю ось взвешивают. Водителю надо выйти. Все, стали на весы. Вот. Передняя ось 3,070. Сейчас будут замерять. Все. Сразу отметочки ставит инспектор. Так все интересно выглядит. Ну, что-то он быстренько совсем пробежался. Я видел, да, я показывал. Очень интересно. Вот видите, как раз там тормоза испытывают. Вот даже кран самоходный тоже проходит осмотр. Большие весы. Ой, так я ношу напротив камеры. Чувствую, сейчас меня все-таки отсюда выгонят. Вот мотоцикл поехал. Так, надо, наверное, я, наверное, подвыйду все-таки. Вот сейчас мотоцикл будет что-то испытывать. Кран инспектор прям внимательно изучает. Не знаю, что он там пытается увидеть. Ну, видать, что-то увидит. Молоточком стучит, видать, ходовую часть проверяет.
Так, все, у нас сейчас взвешивают заднюю ось. Уже даже, по-моему, взвесили. У нас что? 16-тонный кран. Тоже проходит техосмотр. Все в общем порядке. Так, у нас какой-то следующий этап прохождения. Не знаю, что сейчас будет. Возможно, бумаги уже просто отдадут. А, нет, сейчас вот опять, сейчас будут габариты все-таки общие замерять. Так, сейчас пробег смотрит инспектор, одометр. В Японии, кстати, практически нереально смотать. Ну, если ты собираешься проходить техосмотр, смотать пробег нереально практически. Если только на чуть-чуть, не меньше, чем, чтобы пробег был не меньше, чем в прошлый техосмотр. Потому что пробеги прям отмечаются при каждом техосмотре. И вот сейчас инспектора будут мерить общие габариты. Длина, ширина, высота, наверное. По колесам. Причем, да, очень много параметров. Даже топливный бак. Размер топливного бака тоже замеряют. Много раз видел, сейчас вот кузов замеряют. То есть что-то модифицировать даже с кузовом, чуть-чуть удлинить или укоротить незамеченным это не пройдет. Из опыта на личном автомобиле проходил техосмотр. И был обвес, причем заводской моделиста, у дилера установленный. Но замерили, габариты не сошлись с заводскими параметрами из-за обвеса. И заставили вносить изменения в ПТС. Ну, по нашему ПТС, документ такой. Вот пришлось. Стоило это 10 тысяч йен. Тут же на месте это все сделали без проблем. Но внесли габариты новые. Вот сейчас проверяют цвет фар у мотоцикла. Насколько правильно отрегулированы фары. То есть, если какие-то замечания по фарам будут, предложат просто быстренько это исправить и пройти повторно. То есть не надо приезжать в другой день. Вокруг очень много автосервисов, кто это делает. Ну, как обычно, возле каждого, как и в России, где проходит техосмотр, рядом же можно и починиться. Поэтому стоит это 2000 йен отрегулировать фары, ну, на автомобиле. Быстренько съездил, 15 минут, и ты вернулся и прошел. Никто тут за это ругать особо не будет, бить не будут. Повторно приезжать на другой день тоже просить не будут. Все в один день можно исправить и пройти. Так, ну что, у нас все прошло. Сейчас узнаем, есть ли замечания. Надо в Камишку съездить за фломастером. Зачем? Там сзади... Я видел, надо вес написать, да? Да. Все, едем в Камбишку за фломастер. И что, повторно придется проходить? Ну, я так поняла, что нет, напишем. Ну, он будет там ставиться, а мы напишем. Там уже было написано, там подстерто все. И он сказал, пойдите Magic фломастер, купите черный. Вот. И новый вес, ну, какой есть вес, я посчитала. Даже Fiat 500 старенький привезли на техосмотр. Неужели пройдет? Ну, раз привезли, наверное, пройдет. Все, мы купили маркер. Сейчас сзади на кузове напишем разрешенную максимальную массу. И мы прошли техосмотр. Все. Вот, выехал Land Cruiser старенький. Что у нас там? Nissan. Ну, не GTR, по-моему. По крайней мере, не написано. Сегодня засилие фиатов.
Прям Фиат, Фиат. Женя, надо чуть вперед, чтобы мы к кузову подойти могли. Еще грузовичок мы обновим, красочку, и будет хорош. Вот, видите, что не устроило в итоге инспектора. Вот так вот у нас. То есть под произвольное заполнение не заполнена табличка с разрешенной максимальной массой. Сейчас маркером прочертим. Ну, во-первых, возьмем документы, чтобы у нас была точная цифра. Прочертим, и все. И мы прошли. Пойдем получать номера. Кстати, на этот грузовик тоже мы поставим номера 4 единички. В Японии это стоит недорого. Пусть стоят, будет красивенько. Вот даже людей заставили брусок на кузове, тоненький брусок, и заставили снимать, не проходит. Как у нас борта наращивают до кабины, точно бы так не прокатило в Японии. Ой, аригато гозаимасу. Все? Все, мы теперь двигаемся туда. Вот даже инспектор помог нам правильно заштриховать. Все на позитиве, все добрые, все помогают, подсказывают. Никто не ругает, не матерится, никуда не посылает. Все отлично. Все, прошли техосмотр. Так, ну все. 持って帰るわけじゃなくはい。返すんだね。14番で青いシールにしてはい。あとあ、ただは入れて青い汁は。はい。であと10番行ってないので10番に行ってくださいね。最初は青い汁。そうそうそうそうはい。でこっちも多分はい。 10番行ってないよね。はい。じゃあ10番 10番ですよね。わかりました。Пошлите номера сдавать. Все, ответственный момент. Зелененькую вот эту вот нажимайте. Все, и талончик. Вот и все. Причем еще смотрите, как в Японии интересно, номера можно не просто белые взять, а можно вот с такими рисунками. Причем в каждой префектуре свой рисунок. Вот можно Экспо взять 2027 с цветочками цветными, черно-белыми. А еще можно взять номера светящиеся. Очень круто. У меня на маленькой машинке стоят светящиеся номера. Они вот так выглядят, но с той стороны нету. Нет, здесь нету. Да, вот эти циферки, они просвечиваются, и в ночи прям их видно. Пойдемте к той тете. Далее.はい。トラックはトイの方にそう置いていますから。こちらはお返ししておきます。少しお待ちくださいね。はい。
並んでるか。はい。一緒に並んでる。いいえ、別ではなくて、これはまあちっちゃい車なので、ここには来ます。はい。これは大きい車なので。レクサスはこの長さで大丈夫ですか？ Нормально вам такие? 大丈夫です。はい。344これこのナットがたくさんついてるので大丈夫ですか？大きいから。はい。よろしいですか？ А, окей, надо вот эти с гаечкой. こうтакие、この形でお願いします。ナットね、7つ入ってる。А, はい。 окей. じゃあまずこれが、Мгм. Я хотел сказать, сейчас с номером 100 себе на Lexus заберу. Они красивее. はい。 Но не получится. Они на весь этот будут на всю морду. レクサスね。は。はいい。ではこれはここに入ってきてもらって、これ後ろから取り付けてお待ちください。封印伺います。こういうと遠い場所ですよね。あちらね。わかりました。ありがとうございます Аригато гозаймас. Ну все, идем прикручивать новые номерочки. Так, Евгений, вы пока идите прикручивать, только вы ждете инспектора. Все, сейчас инспектор сравнит номер кузова, чтобы все совпадало. Все совпадает. Номер совпадает. Оп. Аригато гозаймас. Все, новая ПТС-ка, новые номерочки. Все по красоте. Гоним домой.